Поздравляю вас с наступлением реальной астрономической весны, с праздником весеннего равноденствия, с пробуждением сил Матери Земли и природы. Желаю вам разбудить в себе эти энергии по максимуму и переродиться физически и духовно, а еще сменить все старое и ненужное на новые возможности и достижения. У древних народов, которые придерживались ведического мировоззрения, основными праздниками в году были 4 дня. Весеннее равноденствие 21-22 марта, летнее солнцестояние 21-22 июня, осеннее равноденствие 21-22 сентября и зимнее солнцестояние 21-22 декабря. Кроме основных, есть также праздники, посвященные силам природы, богам и богиням. Вот самые значимые из них у славян. Громницы 1-2 февраля, Великдень 5 апреля, Рахманский Великдень 30 апреля, 1 мая, Ивана Купала с 6 на 7 июля, День Перуна с 1 на 2 августа, Русалия с 31 октября на 1 ноября и Водокрес 6 января. Все эти праздники считались важными не потому, что люди почему-то так себе придумали. Их сила состоит именно в астрономии, а точнее в энергетике пространства в эти дни, которая появляется именно из-за положения Земли по отношению к Солнцу, в результате чего на Земле рождаются редкие по силе и качеству энергии. Наши предки научились использовать эти энергии себе во благо. Так у древних народов появились системы взаимодействия человека и дней силы, праздники, обряды и ритуалы, к которым они относились с пониманием и уважением. Хочу несколько слов сказать по поводу всех праздников, которые отмечают современные люди, и религиозных, и бытовых, и исторических. Когда Земля, Солнце, Луна или ближайшие планеты выстраиваются по отношению друг к другу определенным образом, именно в такие природные периоды и рождается реальная сила, которую мы можем использовать для своих целей, как, например, используем силу солнечного света или ветра, приливы и отливы. В этом смысле энергетика дней силы ничем не отличается. Это вполне реальная сила какой-то ярко выраженной направленности, на разрушение или созидание, перемены или застой, с которой через обряды и ритуалы мы можем соединять свою энергетику, чтобы в несколько раз быстрее получать нужные нам перемены. Это как выпить ударную дозу анаболиков перед соревнованием, только без негативных последствий. Именно в этом весь смысл реальных праздников или дней силы. Нет никакой силы в многочисленных религиозных и обычных праздниках, которые не связаны с циклами и процессами в природе. Какие-то люди выдумали какие-то истории о каких-то других людях и событиях, в которых якобы было что-то важное, чего мы проверить никак не можем, что и явилось поводом для многих праздников. С точки зрения энергетики, это абсолютно пустые праздники. Это искусственно созданные эгрегоры, которые каждый год, как пылесос, высасывают энергию, время и деньги миллиардов людей, большинство из которых на автомате празднуют то, чего не понимают. От таких праздников пользы не больше, чем от простого выходного дня, но вред от него вполне реален. Все люди, которые активно участвуют в них, отдают эгрегору этого праздника часть своей энергии, времени и денег, абсолютно ничего не получая взамен. Конечно же, если вам не жалко, можно просто насладиться выходным днем и даже каким-то боком поучаствовать в них. Ничего супервредного тут нет. Главная мысль вот в чем. Рассчитывать на реальную помощь таких праздников и на какие-то внутренние позитивные перемены абсолютно не стоит. Потому что силе там неоткуда взяться. Это праздники собирателей, а не давателей. Просто помните об этом. О внешней форме празднования весеннего равноденствия, как и в какой стране его называли и как отмечали, я говорить не буду. В интернете вы можете найти массу версий и мнений. Я хочу сказать о внутреннем содержании этого дня. В этот день Солнце заявляет о наступлении астрологического Нового года. Пути Земли и Солнца пересекаются, создавая своеобразную лестницу в небо. Согласно славянским верованиям, в это время светлые боги возвращаются в наш мир, в Явь. Они входят в силу после зимы, а души предков прилетают навестить нас, своих потомков. В день весеннего равноденствия вся природа замирает и находится в равновесии, в определенном балансе света и тьмы, добра и зла. С точки зрения природной магии это очень важный момент.
Это не только момент пробуждения сил Земли, но и включение новых духовных энергий, выход на новый уровень. Это мощный энергетический импульс на пробуждение и развитие для всего живого на Земле. Тело наполняется новыми энергиями, и энергетика человека меняется. Важно, чтобы сосуд был как можно чище, поэтому в это время старались избавляться от всего плохого, от дурных мыслей и поступков, славили предков и просили их о помощи, старались исправить свои плохие деяния, осознать, попросить прощения и исправить то, что можно исправить. Делали обряды для очищения души и тела, активации жизненной энергии, исцеления и исполнения желаний. И, как обычно, устраивали народные гуляния, праздновали, веселились и радовались набирающему силу Солнцу и пробуждающейся Матери Земли. Я приглашаю вас заочно поучаствовать в моих обрядах, которые мы будем проводить в этот день, на месте силы. Ссылку, как это сделать, вы найдете в моем блоге или в описании этого видео. Спасибо за внимание.